представляю организацию, как называется, церковь, христиан веры евангельской, слово жизни. Хочу пояснить немножко, как мы приобрели это здание с аукциона правительства Калужской области. В документах все это есть уже. Здание строилось государством, а именно управлением МВД по Калужской области, областным управлением. Получили они все необходимые документы, все разрешения. Но потом, как мы поняли, пришел кризис в страну, и они выставили на аукцион. Вот. Аукцион проводил фонд имущества Калужской области. При губернаторе Калужской области мы участвовали в этом аукционе, победили, купили это здание. Через 2 года мы купили землю. Вот, и начали достраивать. Понятное дело, что мы достроили ФОК, как он там назывался раньше, мы строили церковь для нужд церкви, для того, чтобы верующие могли собираться и исповедовать совместно религию, то есть чтобы мы могли использовать, что ли, свое конституционное право на то, чтобы быть церковью, да, на свободу совести, да, и вероисповедания. Когда мы получили этот иск, конечно, я очень удивился, потому что там шло о проверке. Я уже много знаю, что о проверках, потому что вот с этого момента, с 2000 года, не переставая идут суды, попытки опять забрать это здание, в том числе и со стороны губернатора области 2 года мы судились, потом с городом очень много разных судов было, в том числе, когда городской глава издал постановление об изъятии нашего земельного участка и потом здания для нужд, там тоже несколько лет судились, и вот постоянно судимся, пытаемся ввести все и сделать все правильно, по закону, но, к сожалению, наталкиваемся вот на такие большие всякие препятствия, в том числе и от города, и от прокуратуры. Прокуратура заявляет, что на основании проверки, мы всегда говорим, где эта проверка была, кто проводил проверку. Можно ознакомиться с документами проверки. Мне распечатали, помогли. Было решение Верховного суда Российской Федерации по делу А-50 18.801/18 года. Суд Верховный подтвердил правоту судов нижестоящих инстанций, которые по заявлению предпринимателей признали недействительным представление прокуратуры о нарушении законодательства. Суды исходили из отсутствия у прокуратуры оснований для внесения представления без предусмотренной процедуры проведения проверки. То есть уже были такие, дошли до Верховного суда люди и доказали, что если проверка проводится, она должна проводиться в соответствии с законом. Должна постановление быть, решение о проверке, должны быть акты. Мы должны быть ознакомлены с этой проверкой. Пока даже в этом судебном деле, да, мы заявляли, мы просили ознакомить суд, но прокуроры тогда они меняются постоянно, разные люди сказали, что в общем-то и не было такой проверки. Кто-то якобы из групправа пришел там к прокурору, к какому они тоже сами не знают, поговорили там, за чашкой чая или еще зачем, и вот решили это все назначить. Кроме того, в постановлении Европейского суда по правам человека 12 июня 2014 года Европейский суд ЕСПЧ указал право верующих на свободу вероисповедания, которое включает право исповедовать свою религию совместно с другими, охватывает ожидание того, что верующим будет позволено свободно собираться в отсутствии произвольного государственного вмешательства. Считаем, что решение Калужского районного суда о сносе Кафедрального собора, мы понимаем, что все завуалировано, и техпаспорт, который не существует, я не знаю, я просто обыватель, вы понимаете, да, я не юрист, я не понимаю, я понимаю закон. Я не понимаю, почему техпаспорт аннулирован уже государством, государственный орган поставил печать. Почему тогда прокурор не вызывает меня по советскому паспорту? Извините, я родился в Советском Союзе, по несуществующему документу, который также аннулирован уже. Почему на современный, на проходе сегодня сравнивали паспорт, соответствует он закону или не соответствует? Того техпаспорта уже давно нет. Уже был в 2012 году новый техпаспорт, в 2014 году, в 2016 году новые техпаспорта сделаны. Вот. И мы считаем, что это решение Калужского суда приравнивается к вмешательству в право на свободу религии в соответствии с статьей 9 Конвенции о правах человека. Также Европейский суд напоминает, что для того, чтобы мера считалась пропорциональной и необходимой в демократическом обществе, должны отсутствовать иные средства достижения той же цели, которые будут сопряжены с менее серьезным вмешательством в соответствующее фундаментальное право. Считаем, что прокурор выдвинул несоразмерные требования о сносе. По проверке я уже сказал. После все апеллируют вот этой проверкой, которую проводила ТСИС номер 4, она в этом деле, как бы ссылаются на то решение суда. Но после этой проверки проводилось еще 2.
две экспертизы. Вот мы уже сказали, Курская лаборатория, это государственное учреждение при Министерстве юстиции Российской Федерации. И потом мы еще вызывали других экспертов, тоже Пашинин эксперт, который уже после решения, та проверка проводилась в 2018 году, 3 года назад уже. После этого мы многое сделали, переделали. У нас, конечно, были вопросы и по той проверке. Например, вот стоял вопрос, мы так и не поняли, те же эксперты, если у вас есть это заключение 4, они указывали как там несколько пунктов нарушений, что нет разрешительной документации на перепланировку, постоянно учитывали это. Мы обратились в Горуправу недавно с письмом, просили разъяснить. Горуправа дала объяснение, что перепланировка требуется только для жилых, вот эта разрешительная документация дается для жилых помещений. Для нежилых такого не предусмотрено законодательством, они нам дали такой ответ. А какие нарушения могут быть, если даже законодательством это не предусмотрено? Ну, у нас много вопросов. Как нам собираться, что нам делать? Мы уже не знаем. Мы вот во всех судах, уважаемый суд, уже пытаемся и так доказать, и по-всякому. И ну, просто у нас нет таких уже сил, я не знаю даже. Помимо этого, вот в заключении номер 4, на которое они ссылаются постоянно, прокуратура, сейчас вот, нет ни одной нормы, которая бы была нарушена. Там нет вообще ссылок на норму. Мы предоставили потом в суд разные там, и все, и переделали, и доделали, и суд все равно это ничего не учитывает. Да, вот наш адвокат говорил, или юрист, не знаю, как правильно, об этом, об изменениях в законе, да, о 339 федеральном законе, который вот от 3.08.18 года. И я и в том суде говорил, что мы живем в хорошей стране, у нас есть президент, у нас есть правительство. И президент, вот, понимая важность и роль религии в жизни наших граждан, он принял вот этот соответствующий закон, который позволяет религиозным организациям, я дословно еще раз зачитаю это вот изменение 222 статьи, религиозные организации вправе, религиозные организации в суде, в первом суде, в районном, представители города, они утверждали, что эта статья касается их. Но, как я понимаю, что город не является религиозной организацией, в законе прямо сказано. Религиозные организации вправе использовать указанные в настоящем пункте самовольные постройки в случае соответствия таких построек требованиям, установленным правительством Российской Федерации. В случае, если такие самовольные постройки не отвечают указанным требованиям, их использование религиозными организациями допускается до 2030 года. Мы знаем, что сейчас большая дискуссия идет об изменениях в Конституцию, и важным пунктом все религиозные организации, патриарх, недавно была встреча, наш епископ тоже участвовал в этой встрече, и наш епископат тоже были, все представители религиозных организаций услышали президента и тоже выступили, чтобы такая поправка в упоминании Бога была в Конституции. Мы видим, сколько президент и правительство делает для того, чтобы верующим в нашей стране жилось хорошо, жилось, ну я не знаю, как еще сказать. Мы видим это вот из законов, из постановлений, из того, что делается сегодня. И, конечно, мне непонятен этот иск прокуратуры, которая... Ну что нам еще делать? Почему они так жаждут крови? Почему они так жаждут снести храм? Мы задавали вопрос, что мы должны сделать, в соответствии с чему привести. Потому что экспертиза эта, она не установила ни одного документа. С единственным документом, с которым они нам пришли, с ГОСТом, они нам показали, мы видео это зафиксировали, сказали, вот есть ГОСТ, на основании которого мы делаем эту экспертизу. В суде мы доказали, прочитали, там в преамбуле было написано, этот ГОСТ не распространяется на судебные строительные экспертизы. Ну о чем тут еще говорить, о какой экспертизе? Ну, мы сейчас много писем написали везде и всюду, но ждем ответов и судебные, и дальше подавать намерения. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день как используется здание, которое в том состоянии, в котором оно сейчас есть? По религиозному назначению. Ну каким? Офис. Ну как, служение проводим. Ну, У нас установлен... храм используется. Он и есть храм, кафедральный собор, храм Христа Спасителя. Все пытаются как бы не говорить об этом, объектом называют, но это тоже немножко оскорбительно. Есть официальное название, государством это принято. Не просто какой-то объект, а кафедральный собор, храм Христа Спасителя города Калуги. Он стоит и в БТИ на учете, и на кадастре. У нас установлен памятник, там, доска мы повесили, там,
Мемориальная доска, да. Это место паломничества, потому что церковь в Калуге, наша церковь известна еще с 20-х годов, когда вышел в 27 году печальный закон, ну, о свободе, там, советский закон о религиозных организациях, наши пастора уже стояли на учете как представители культа в 25-26 году. Есть человек, он потом был в 1936 году осужден и на 5 лет и умер пастор. В 1936 году здесь находился в Калуге, тоже служил у нас наш епископ, который начальствующий был всего писяческого движения Советского Союза, он тоже был здесь в аресте, мы установили вот памятный крест в честь его. Это место паломничества для многих людей на нашей земле. Вопросы имеются? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое.